Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Конец черной полосы. Что же дальше? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Могу сказать однозначно, что сейчас вот у вас как-то в жизни, вот в приоритете это работа, это дело, то, чем вы занимаетесь. У кого-то это еще плюс, ну, такое усиленное зарабатывание денег. С головой окунулись в работу, причем здесь у кого-то может проиграться, что не очень-то ладится работа. Могут быть задержки зарплаты, могут быть, ну, такие тяжелые, знаете, физические нагрузки, и плюс могут быть какие-то конфликтные ситуации, да. Напишите, ребят, у кого сейчас вот реально есть проблемы по работе, да, давайте сделаем такой маленький опрос, и неважно, это финансы, конфликты, да, может быть, вы хотите уйти, вот напишите, что касательно вашей работы. А может быть, у вас стабильно все, да, потому что это общий расклад, не забывайте. Кто-то из вас однозначно находится там, где горячо, да, вот мне показано, это скорее связано с формой, с армией, да, то есть там, где опасно, там, где постоянно движение и там, где нужно реально себя беречь. Далее, значит, ребят, я вам скажу, что в принципе, многие из тех, кто меня смотрит, вы довольно такие активные мужчины. И неважно, сколько вам лет. Я так наблюдаю просто из расклада в расклад, это переходит, да, вот, ну, часто, по крайней мере, в сигнификации, что мне показано, вы мужчина активный, да, вот активный, я имею в виду сами по себе. То, что иногда на вас ленца такая нападает, да, вот ленитесь, это просто банальное отсутствие мотивации, потому что, ну, я не вижу женщины вашего сердца. Конечно же, это общий расклад, кто-то может сказать, вот, у меня начинаются отношения, может быть, я живу с кем-то. Опять же, я говорю, это большинство из вас, ну, имеет свободное сердце. Вы можете быть даже в отношениях, но я не вижу, чтобы кто-то вот очень плотно поселился у вас в душе и в сердце. Можете мне написать, если что-то там против, да, опровергните меня, напишите, что у вас в личной жизни, да, очень интересно всегда читать ваши комментарии. Вы человек, который имеет довольно крепкую мужскую силу. И опять-таки я вам скажу, что даже те из вас, кто считает, что уже все, уже Бобик скоро сдохнет, либо уже вообще сдох, да, кто-то считает, я вам скажу, что это неправильно, это неправда. Именно отсутствие такой женщины, которая, ну, заставила бы ёкать, да, и сердечко, вашего Бобика, вот она, так знаете, и хоронит. Вот именно отсутствие вашей такой вот дамы сердца. Как только появится у вас женщина, то, поверьте, Бобик залает, запрыгает и снова будет полон сил. Вы очень часто в своих воспоминаниях возвращаетесь в прежние, вот в былые времена. Кто-то вспоминает детство, кто-то ностальгирует, может быть, о прежней женщине, кто-то, может быть, о родителях ушедших. Опять же, у всех это по-разному проиграется, но вы такой человек, который любит не только помечтать, но и именно вот поностальгировать о каких-то людях из прошлого, да, может быть, вы кого-то не видели, может быть, кто-то уже ушел. То есть вы такой вот, ну, сердечный человек, да, вот трогательный. Так, что еще мне о вас расскажут? Да, вы живете, смотрите, у нас очень много кубков выпало. Кто-то из вас сейчас находится, ну, скажем так, в не очень хорошем таком расположении духа. Почему? Обман, разрушение. Опять же, здесь двоякая ситуация. Кому-то плохо, потому что вот вы находитесь именно там, где горячо, как я уже сказала, да. Это очень, очень нелегко там находиться, да, мы не будем углубляться в эту тематику. Но у многих, кто там находится, ну, естественно, это и упадок сил, это какое-то такое, знаете,
я бы сказала, даже разочарование, опустошение, да. Ну, то есть уже просто нет сил там находиться, тяжело очень. У кого-то проиграется, что это разрыв. Вот именно вы находитесь в таком состоянии, потому что разрыв– это обман, да, связан, возможно, даже с этой любимой женщиной, с которой вы порвали. Опять же, у всех это будет по-разному, ребят. Плюс, конечно же, переживаете, у кого проиграется по поводу финансов и работы. Также есть такие. Вы человек, который довольно сильный, хотя, вот знаете, как говорится, все сильные люди иногда тоже могут быть слабыми. Иногда хочется побыть слабыми и, ну, периодами, знаете, вот может накрывать от безысходности, да, от какого-то одиночества. Вот даже несмотря на то, что, да, вы можете многим фору дать, я не скажу, что у вас слабый характер, скорее очень даже наоборот, но периодами вы опускаете руки. И большей частью из-за того, что, допустим, у вас вот нет у многих любимой женщины. А для вас немаловажна именно чувственная сфера. Для вас немаловажна любимая женщина рядом. И давайте теперь смотреть, что же будет дальше, да, когда же кончится все-таки эта черная полоса. Она же не может быть все-таки бесконечно, да? И снова мне показывают, да, вот, ребят, смотрите. Потихонечку, полигонечку ваша жизнь начнет налаживаться. Конечно же, у каждого это будет свой срок. Мы не будем привязываться ни к каким ситуациям, ни к каким срокам. Во-первых, начнется очень такой крутой прогресс и довольно неплохой по поводу работы. Поэтому у кого есть сейчас финансовые какие-то затруднения, да, может быть, вы хотите поменять работу, будет очень удачный период. И как раз вот, я думаю, смена работы это и будет такой маленький первый толчок вот к вашей такой новой жизни, к светлой жизни и к выходу из такой вот вашей депрессии. Потому что вы знаете, что для мужчины очень важно иметь денежку, да, тем более, ну, какую-то там где-то в заначке, в кубышечке, да, как минимум, чтобы это было на ближайшее время. Я уже не говорю о том, чтобы там на женщину что-то тратить, да, либо же заводить новые отношения. Поэтому, ребят, вы можете дерзать. Это будет первый шаг, первая ступенька вот к вашей такой и самореализации, и к финансовому благополучию. Ну и плюс вы себя будете более увереннее чувствовать. Далее, смотрите, те из вас, кто сейчас находится, может быть, ну, в таком болезненном состоянии, может быть, вы реально приболели. У кого-то может проиграться, что вы, ну, чуть ли не постельный режим у вас, да, либо же там, не дай бог, в больницу, может быть, загремели. Эта ситуация будет временная, все очень хорошо закончится. Да, денег уйдет много на лечение, на восстановление, может быть, да. Но вам поможет какая-то женщина. Это может быть не обязательно, там, я имею в виду, любимая женщина, да. Это может быть у кого-то родители, там, мать, у кого-то сестра, да, у кого-то, я не знаю, там, может быть, хорошая соседка, с которой вы, ну, приятельствуете. То есть вот именно те, кто находятся в таком, в болезненном, может быть, даже в лежачем состоянии, вот будет женщина, либо же есть, да, вы можете даже написать, у кого это проиграется. Вот она как будто ваша такая вот, ну, правая рука, это ваша такая помощница, да. Мы знаем, что иногда мужчины даже дружат с женщинами, и в этом ничего такого нет. Поэтому я не удивлюсь, если даже это такая, знаете, сердобольная соседка у кого-то проиграется, либо же такая давняя подруга детства, с которой вы в хороших отношениях. Далее, те, кто повесили нос по поводу личной жизни, да, вот кто уже ни во что не верит, ничего не хочет, у кого вот такие опущенные руки, в вашу жизнь придет новая женщина, новая любовь. Давайте коротко посмотрим. Причем она очень неожиданно ворвется в вашу жизнь, и с ней в перспективе возможен брак. С этой женщиной как раз вы, я думаю, окончательно воспрянете духом, да, вот уйдут какие-то сомнения, страхи, опасения. Эта женщина изменит даже вот как-то, как будто ваш внутренний мир. Ваши ощущения, да, вы станете вот как император более уверенный в себе.
Потому что вот сейчас, да, вы можете чувствовать себя вроде бы императором, да, вот как я говорила, вроде бы вы и сильный мужчина, но с другой стороны руки опускаются, нет мотивации, да, для кого жить, для кого творить, для кого делать. Плюс еще у кого, допустим, финансовые проблемы наваливаются. Ну, то есть, и это все в одну кучу, поэтому есть среди вас такие, которые периодически опускают руки. Эта новая женщина, она как раз вас вот и приподнимет во всех отношениях. И Бобика приподнимет, и вас приподнимет. И поверьте, ребят, вот с ней вы точно не соскучитесь. Вам будет с ней очень интересно, весело. И главное, она будет такая, знаете, ну, интриганка, я бы ее назвала, в хорошем смысле слова. Ну, то есть она будет какая-то непредсказуемая. Это даже может быть не интриганка, а вот именно она непредсказуемая. Такие женщины обычно цепляют мужчин, от нее не знаешь, чего ждать, да, что она скажет, что она учудит. Пусть это вас не пугает, это в хорошем смысле слова. Потому что женщина, которая абсолютно предсказуемая, да, но она становится очень быстро скучной. Когда ты знаешь, что вот так она села, так она встанет, так она скажет, так она сделает, ну, это будет очень-очень интересно. А вот эта дамочка, ну с ней точно будет у вас движуха. Ну и, конечно же, любовь во всех смыслах этого слова. Она поменяет вашу жизнь, вот она излечит ваше израненное сердце. Она излечит до такой степени, что, я думаю, многие из вас будут вспоминать свои прежние отношения, ну, как кошмарный сон. Вы будете оглядываться назад и думать, ну как я мог жить с такой женщиной, да, потому что вот вы будете сравнивать эту новую женщину с прежней. И, конечно же, сравнение будет далеко не в пользу бывшей. Я бы еще посоветовала, ребят, потому что я знаю, среди вас есть такие довольно колкие на язычок товарищи. Ну вот здесь немножечко попридержите свой характер, да, особенно это может проиграться на работе, вот как-то, даже если вам что-то не нравится, ну, как говорится, прикусите язык, да, смолчите, на что-то не обратите внимания, потому что можете влипнуть в скандал, после которого реально придется, ну, чуть ли не увольняться. Вот это, конечно, может быть, у кого-то проиграется неприятный момент, поэтому я и говорю, особенно те из вас, кто вспыльчивые, кто, ну, такой склонный к импульсивным действиям, может быть, да, потому что особенно вот если вы находитесь сейчас не в очень хорошем расположении духа, можно, конечно же, на эмоциях, ну, чего-то лишнего сказать, либо же сделать, поэтому держите себя в узде. Ну и, в принципе, по солнышку, ребят, по солнышку вы выпадаете у нас победителем во всех отношениях, да? То есть вас ждет белая полоса. Вот по солнышку как раз это именно белая полоса, от которой вы никуда не денетесь. Кто-то из вас даже, кстати, может вырасти вот по карьерной лестнице. И это может касаться даже как раз и тех, кто связан с формой, с армией, да. Может быть, повысят в звании кого-то, либо же, ну, какую-то более перспективную должность вам дадут, да. То есть я не очень разбираюсь в этих моментах, но то есть такой карьерный рост тоже может быть и в этой сфере. Ну и, конечно же, вы 100% станете более уверенной в себе, вы переосмыслите много чего в своей жизни. И, кстати, отпадет кто-то из ваших, может быть, даже друзей-приятелей. У кого-то это приятели будут, у кого-то это могут быть, может быть, коллеги, с которыми близко общались. Ну, человек, который вас разочарует. Прислушивайтесь, присматривайтесь, да, потому что есть такой не очень хороший человечек в вашем окружении, такой с гнильцой немножечко. Поэтому, я думаю, вы его прочувствуете, вы поймете, какая-то такая ситуация произойдет между вами. Либо же это будет разговор, либо же это будет, ну, какой-то его некрасивый поступок, ну, который вам откроет глаза на этого человека. Поэтому, ребят, смотрите, в принципе, у вас довольно неплохая перспектива. Единственное, вот что берегите свое здоровье, себя берегите, берегите себя от конфликтов, как я сказала, да. А так, в принципе, довольно успешный период будет и по работе, и по финансам, ну и, конечно же, в личной жизни.
Поэтому не вешать нос гардемарины, все будет хорошо, настрой на позитив, и да будет так. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!